На рассвете побережье выглядело обманчиво спокойным. Серое небо медленно светлело, волны лениво перекатывались у линии песка, и лишь редкие крики чаек нарушали тишину. Мэтью Орлов, опытный рыбак, шел вдоль берега, проверяя сети после ночного выхода в море. За десятки лет он видел многое: раненых дельфинов, выброшенных штормом скатов, мертвых китов. Но то, что лежало впереди, заставило его замереть. На влажном песке распласталась огромная акула. Ее тело достигало почти 2,5 метров, кожа была потемневшей, а жабры неподвижными. С первого взгляда было ясно — хищница мертва. Однако нечто странное сразу бросилось в глаза. Ее брюхо едва заметно подрагивало, словно внутри что-то пыталось двигаться. Мэтью почувствовал, как по спине прошел холод. Он знал повадки морских животных и понимал, что подобного быть не должно. Осторожно подойдя ближе, он заметил следы серьезных повреждений на боку акулы, словно на нее напал более крупный хищник и бросил добычу у берега. Времени на раздумье не оставалось. Инстинкты, оточенные годами работы с морем, взяли верх. Мэтью аккуратно вскрыл брюшную полость, готовясь к обычной, пусть и неприятной процедуре. Но в следующий момент он закричал, не в силах сдержать ужас. Из разреза показалось движение. Затем еще одно. И еще. Внутри мертвой акулы находились живые детеныши. Один за другим он доставал маленьких акулят, крошечных, но уже полностью сформированных. Их было десятки. Они беспорядочно извивались, цепляясь за жизнь, словно чувствовали, что счет идет на минуты. Мэтью работал быстро, почти не осознавая происходящего. Он понимал лишь одно: если остановятся, они погибнут. Когда последний детеныш оказался на мокром песке, рыбак насчитал почти 100. Маленькие акулы слабо шевелились, и каждая секунда без воды могла стать для них последней. Мэтью перенес их к кромке моря и начал выпускать обратно, снова и снова заходя в холодную воду. Волны уносили малышей в глубину, и с каждым отпущенным телом напряжение немного ослабевало. Когда все было закончено, берег снова опустел, словно ничего необычного здесь не произошло. Тело взрослой акулы осталось лежать на песке. Мэтью понимал, что ее мясо станет пищей для его семьи, как это происходило всегда. Но этот день навсегда остался в его памяти не как обычная рыбалка, а как момент, когда жизнь победила смерть самым неожиданным образом. Море забрало свое, а человек, сам того не планируя, стал спасителем тех, кого обычно считают лишь безжалостными хищниками. Иногда океан проверяет не силу и не смелость, а способность действовать, не отворачиваясь от ужаса, который внезапно оказывается у тебя под ногами.